Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Хорошо, но если ты встретишь ядовитую змею прямо сейчас. Ага. Что я буду делать? Да. Ну, подброшу с ней монетку, как всегда и делаю. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света! И мы прилетели в самое сердце австралийского континента, австралийскую пустыню. Осталось только решить, у кого будет хрустеть баблишка в карманах. А у кого будет хрустеть песок на зубах? Неизвестно еще. Ой, блин, Это давай еще быстрее. не змея. Давай, орел. Решка. Готово? Нет. Готово? Нет. А? Давай. Блин! Ну нет! Пей водичку и носи шляпу. Рюкзак дай. И рюкзак носи. Так, хорошо. Их же тут нет, правда? Они все куда-нибудь ползли. Змея! Дурак! Австралийская пустыня крайне виданных чудес. Тут рядом со священными скалами живут чудо-люди, аборигены. На этих просторах живут тихие убийцы. И оглушительные железные монстры. Это будет чудо, об которое можно обжечься. Смотрите. Боже мой. Thank you. Я миллионер, я шикую! Когда у тебя куча денег, лучше смотреть на австралийскую пустыню с воздуха. Для этого надо арендовать вертолет за $200 в час. Как-то обаятельно переворачиваемся нафиг. В австралийской пустыне много удивительных мест. Но больше всего интересностей и дорогих развлечений вокруг священной скалы австралийских аборигенов – Улуру. Туда я и отправляюсь. Все, кому интересно увидеть австралийскую пустыню, прилетают в городок Элис Спрингс. Мы, конечно, с вами приехали в пустыню, но находится она в Австралии, поэтому тут все очень цивилизованно. Есть специальный автобус, шаттл, на котором можно добраться в центр. Стоит он $8. Hello! У нас можно расплатиться только картой. Really? Но у меня нет карточки, только наличные. Тогда вам лучше взять такси. Оно стоит $45. $45? 45 австралийских – это 27 американских долларов. Почти треть от того, что у меня есть. Может, все-таки можно за наличные? Кэш. Пожалуйста. Извините, ничем не могу помочь. Тут перекати поле и я, больше никого нет. Вы не хотите деньги просто зарабатывать? Окей, thank you. Хьюстон, у нас проблемы. $100 прошлый век, ребята, все. Даже в такой вот глуши, в центре пустыни тебе нужна карточка. Поэтому надо формат передатчики менять-то уже. Либо всегда золотая карта мне, а Антон пусть как-то там разбирается, либо две карты. Одна безлимитная, другая со $100. Единственный шанс доехать до Элис Спрингс – найти попутку в аэропорту. Ой, вижу человека на машине. I'm sorry, hi. Здравствуйте, вы едете в город? Downtown? Да. Вы можете меня подбросить? У меня нет карточки, а за наличные нельзя купить билет на автобус. Окей, подброшу тебя. Спасибо. Я Алина. Криштиану. Кристиана, I can take Оператора возьмете? man too. Да, прыгайте. Располагайся. Beautiful. Офигительно был, невероятно был. Австралия – удивительный континент. По краям она зеленая, но в центре
аж 10 пустынь. Вместе они сливаются в гигантское оранжевое раскаленное поле по площади, как вся Западная Европа. Вот представьте, что вы летите над Испанией, Францией, Германией, Италией, и не видно ни городов, ни полей, ни рек, только гигантская раскаленная сковородка. Ребята, пустыня Австралии. Господи, это только в каких-то детских мечтах было. Вот здесь сразу понятно, что ты в каком-то неизвестном тебе до ныне месте. Все по-другому выглядит. Деревья такие белые, стволы какие-то голые, это эвкалипты. То есть понятно, что где-то не в область бабушки на дачу приехал, а это континент, который действительно оторван от остального мира. Чудо австралийской пустыни в ее безлюдности, гигантских масштабах и экстремальных условиях. Тут нет больших городов, только мелкие поселки и фермы. Расстояние между ними сотни километров. Тут находится самое большое ранчо в мире, площадью больше Бельгии. Тут одно из самых жарких мест на нашей планете, где наблюдали температуру в 54 градуса. О, Alice Springs. Добро пожаловать в Элис Спрингс. Thank you. Добро пожаловать в ад. Я чего-то не знаю про это место. Тут адски жарко. Very hot. Вот, очень жарко. Спасибо огромное. Классный парень, очень. Bye-bye. Пока-пока. За 1,5 часа я перелетел из Алис Спрингс в национальный парк Улуру, Ката-Тьюта. Для своих передвижений по пустыне я взял себе настоящий дом на колесах. Естественно, не это колымага. Я хотел себе что-то шикарное, как Мерседес, и что-то большое, как внедорожник. Вот! Мерседес-внедорожник в одном флаконе. И эта машина идеально подходит для пустыни. Я арендовал себе Mercedes X-класса, который немцы называют первым в мире премиальным пикапом. Но это не просто шикарная тачка, это еще и мой дом. Смотрите, как она умеет. Тут есть печка, умывальник, комплект посуды, садовая мебель, а на крыше 2 тента для ночлега. Всего хватит на большую компанию. С такой машиной я смогу остановиться в любом месте пустыни, выбрать вид из своего номера на свой вкус. Это будет круче, чем любой отель. Кто стырил руль? Праворульная машина. Да, это, конечно, не Нью-Йорк. Но делать нечего. Пойдем смотреть, как живет город посреди австралийской пустыни. Вот вам несколько интересных фактов про Элис Спрингс. Так как Элис Спрингс находится в самом центре пустыни, его еще называют Red Center – Красный центр. Под Алис Спрингс находится огромное подземное озеро, поэтому город, который живет и стоит на пустыне, не умирает от жажды. Ой, святой эвкалипт, как хорошо. В Элис Спрингс есть река. Правда, в ней нет ни капли воды, хотя это не мешает местным делать ежегодную регату. Как это вообще? Как они к этому пришли? А не поплавать ли нам в воображаемых лодках по нашей невидимой реке?
early to a morning thunder. Dreaming I was on the phone call. On the other end of a signal. Heard the reason I was kinda out. Я прилетел в поселок Юлара. Это место, где богачи любят прожаривать свои косточки и любоваться пустыней, пока у них на родине, где-нибудь там в Британии или Норвегии, сыро и холодно. По сути, это такой пустынный санаторий. Отели, магазины, экскурсии, рестораны. И возникает вопрос, а почему именно здесь собираются все туристы? Почему, не в любой другой части пустыни? Да потому что все приезжают смотреть на нее. Дроном облетели. Священная гора аборигенов. Гора Улуру. Это чудо Австралии и уникальная природная аномалия. Во-первых, это гигантский монолит, то есть цельный камень размером 3 на 4 километра. Во-вторых, до сих пор загадка, как посреди ровной, как стол пустыни, появилась гора такой правильной формы. Ой, красиво. А еще Улуру – самое священное место для австралийских аборигенов. Место силы – свидетель сотворения мира. Если честно, в Элис Спрингс туристу можно только приобрести себе туры или пойти на пешеходную улицу Тодд Молл за дурацкими австралийскими сувенирами. Хозяюшкам на заметку. Прихватка крокодил. Конечно же, прихватка собака Динго. Ну, вы поняли. Бумеранг. Я так скучаю за былыми временами, когда могла позволить себе все, вот буквально все, любую фигню, которая стоит очень дорого, и не переживать об этом. Лучше бы глаза мои не видели этого хендмейда. Смотрите. Тут открывашки для бутылок сделаны не из пластика, а из настоящих лапок серого кенгуру. Жесть! И это в развитой стране. Кто-то реально может купить домой себе такую открывашку и радоваться, что это кусочек Австралии дома, точнее, кусочек кенгуру. Ужасно. Но это на самом деле тоже очень... Это еще более жестокий момент, чем с лапками, согласитесь. Открывашка, сделанная из мужских сокровищ самца кенгуру? Вот казалось бы, да? Кто может купить такой себе сувенирчик? А спрос есть, особенно у китайских туристов, потому что они верят, что такие штучки поднимают потенцию. Останется время, надо будет еще за сувенирами съездить. Хотя подожди, у меня же есть премиальная карта MasterCard. Позвоню в консьерж-сервис, и они все сделают за меня. Алло? You know we out to go and get what not yours. Feeling what you work, you never get because you're not old. A brown penny from a desert bar. Found it facing tails down. Hope you look just like a shooting star. Конечно же, я решил рассмотреть загадочную гору Улуру поближе. Туристы не могут свободно к ней подъехать. Надо покупать билет в национальный парк за 16 баксов. Но это копейки. Маршрут вокруг горы составляет где-то 10 километров. Обойти его весь пешком – это как-то по-бедному. Носить меня никто не хочет. Поэтому я взял себе настоящее чудо техники – Segway и персонального гида. Hi! Эй, Улуру поражает и издалека.
но вблизи она просто грандиозная. Реально, каменный айсберг посреди океана песка. Ее высота почти 350 метров. Это выше, чем Эйфелева башня. И в 3 раза выше Статуи Свободы. И это только на поверхности. Геологи говорят, что в глубину скала уходит на 2,5 километра. Вообще есть разные версии происхождения Улуру. Одни считают, что это монолит, и мы видим только верхушку. Другие считают, что это горная гряда, и ветер и вода над ним поработали, и вот все, что осталось. Третьи считают, что это вообще метеорит, который упал на Землю и так и остался. Мне кажется, это просто одно из невероятнейших мест планеты, которое хоть раз в жизни обязательно нужно посетить. Алис Спрингс отличается от больших австралийских городов тем, что тут живет много самых настоящих австралийских аборигенов. Hi, my name is Alina. Выглядят они очень экзотично. У них очень крупные черты лица, характерный нос картошкой и курчавые волосы. Не слышали о них? Рассказываю. Аборигены – коренные жители Австралии. 50 тысяч лет назад они жили оторваны от всего мира. Но однажды в Австралию приплыли европейцы и заразили их своими болезнями. От кори и ветрянки умерло 90% аборигенов. Белые люди притесняли местных. До 1967 года аборигенами вообще занималось Министерство флоры и фауны. То есть тут, по сути, не считали этих людей за людей. Но австралийцам стало стыдно за прошлые грехи. И теперь правительство выплачивает аборигенам компенсации $1000–1500 в месяц. Лучшее место, чтобы познакомиться с аборигенами, вы не поверите. Бар. Как двери в какое-то кино, вестерн. Ух ты! Выпьешь чего-нибудь, ковбой? Давайте. Okay. Hi guys. Hi. My name is Alina. Henry. Henry? Yeah, Henry. Henry. Nice to meet you. Вы просто не можете этого ощутить, но запах здесь стоит просто адский. Хоть топор вешай, очень сильно воняет. Причем воняет и выпивкой, и такими залежавшимися носками. Вот у меня есть, ребят. Я могу дать вот так, вот так. Я сама без денег. Where are your job? You have job? No? Why? All the time you drink? Yeah. Really? No. She's gone Oswell. Прикольная такая жизнь. Yeah. У аборигенов есть слабое место. В их организме отсутствует фермент, который расщепляет алкоголь. Поэтому они очень быстро напиваются. И спиваются. Тут сидят местные, которым платят пособие из-за разных исторических обстоятельств. Они не работают и, собственно, с утра до вечера пьют, сидят в барах и ничем больше не занимаются. А если приходят такие туристы, как я, то можно еще немножечко содрать денег. Не очень приятно. Он не хочет, чтобы его снимали, снимает только меня. Окей. Можешь стать здесь, ему неприятно? Ну, не знаю. Я надеюсь, что как-то мы еще сможем познакомиться с местными и увидеть какую-то другую картину, потому что это очень грустно на самом деле. Такое упадническое состояние нации наблюдать не очень приятно. Австралийские аборигены племени Анангу убеждены, что скала имеет божественное происхождение. Поэтому ни в коем случае нельзя оскорблять Улуру. На ее фоне нельзя снимать рекламу. Однажды один фастфуд, вы все его знаете, показал рекламу, где священная скала превращалась в бургер. Это был дикий скандал.
Это настолько священное место, что некоторые участки скалы даже нельзя фотографировать, чтобы не оскорбить духов. А с октября 2019 года туристам запретили подниматься на гору. Естественно, из-за протестов аборигенов, потому что для них это самое священное место на Земле. А туристы забирались наверх, делали селфи, бросали мусор. Ну, это, знаете, для аборигенов, как если бы у нас кто-то залез на церковь ради селфи. Поэтому и запретили. Сейчас сюда залезать нельзя, категорически. Смотрите, что нашла, ребят. В центре пустыни есть знаменитое место «Центр рептилий». Получается, центр Центрович. Hello. Hi, how are you? I'm Rex. I'm the Alina, owner here. nice to meet you. А что это за центр? So this is our reptile centre. Это центр рептилий. У нас здесь есть ползучие со всей Австралии. Змеи, черепахи, гигантский крокодил. Здесь? Да, все здесь. А what is it? А это что, аптечка? Да, это специальный антизмеиный набор, чтобы путешествовать по Австралии. Если укусит змея, нужно будет наложить жгут. То есть просто гулять по улице опасно? Ну, у нас тут полно змей. Владелец центра Рекс рассказал, что его работники постоянно выезжают на вызовы, если кому-то в дом заползает змея. Well, Rex, Рекс, если кто-то вам позвонит, можно съездить с вами? Go with you and где-то на безопасном настроении. See that. Yeah, we can. Да, у нас сейчас много вызовов, так что все возможно. Билет стоит $11. Беру. Привет. Наверное, когда Бог распределял животных по планете, в Австралию он сбросил все самое ползучее, чешуйчатое и ядовитое. Это очень популярная австралийская ящерица, которая водится только здесь, называется молох. И выглядит она просто как какое-то инопланетное создание. Такой чертополох на ножках. Молох и так выглядит устрашающе с этими колючками, но если даже на него кто-то все-таки осмелится напасть, он брызнет в своего врага кровавыми слезами. А вот эта невзрачная змейка – самая ядовитая змея в мире – австралийский тайпан. Ее яд за полчаса прикончит 50 здоровых мужиков. А здесь вот маленькие. Извини, можно тебя? У меня вызов. Хочешь поехать? Подождите, что, прямо сейчас? Да, надо торопиться. Если честно, я не ожидала, что это будет так быстро. Блин, у меня мурашки пошли. Ой, кошмар. Никогда так не спешила к змее. О, мой боже. Сейчас я начинаю нервничать. Нам нужен дом номер 16. Блин, смотреть на это по телевизору, это совсем другое, ребята. Я не хочу выходить из машины. Блин, реально, он сейчас просто идет ловить змею. Привет. Вы в порядке? Вон там. Как она спокойно стоит, эта девочка. Вон она, за мусорным баком. А, я вижу хвост. Ой, блин. Она двигается, она видит нас. Она морду повернула, отойди оттуда. Меня, если честно, поражает эта девушка, которая стоит. Она просто спокойно, как бы так, вызвала змеелова. Я бы просто здесь так орала, все соседи повыходили. Быстро стань за мной. Окей. Хай. Привет, я Алина. Ты не боишься? Есть чуток. Я вижу ее вот сбоку, смотри. Видишь, там у нее хвост. Ай, блин. Ой, нет. Ой, блин. Ой-ой-ой. Come and have a look now. Иди посмотри на нее. Ой-ой-ой-ой-ой. Она не может прыгнуть? Да, может и прыгнуть. As long as you stay where you are. So this Это королевская коричневая змея. here.
Она может меня убить? Да, легко. Yes? Yeah. So, У меня мурашки по ногам, посмотри просто. Так легко, так просто, да? It's so easy. Хоп-хоп. Ба-бам. Поздравляю. Спасибо вам большое. hopefully you won't get any. Надеюсь, к вам больше никто не приползет. Я надеюсь. Пока-пока. Ой-ой, ребята, мы только что поймали змею. Просто в реал-тайме. And now... А что теперь? We will take it back home. So we'll take it. Теперь мы отвезем змею в центр рептилий. Убедимся, что она здорова, и отпустим обратно в пустыню. Если честно, у нас о людях так не заботятся. И я просто пытаюсь смоделировать ситуацию. Вот змея у меня в доме. Наверное, я бы спасалась тем, чтобы веником бы ее била по голове, и чтобы, первая реакция, какая у тебя змея? Либо бежать, либо чем-то ее огреть, чтобы спастись. А здесь мало того, что люди вызывают специального человека, чтобы ее кто-то поймал, плюс ее еще там обсматривают, чтобы с ней ничего, не дай бог, не случилось. А это, в принципе, ходячий киллер. Ну, не ходячий, а ползучий киллер. Блин, я вообще, видите, обычный такой рядовой денек. Поймала змею, сейчас еду по делам. Не переключайтесь. Чувствую себя супергероем. По кешке. Я прячу для вас бутылку со $100 в пустыне. Ну, а где еще? Выезжайте из поселка Юлара на Лассетер Хайвей. Поворачивайте направо и езжайте 7,5 километров, а потом сверните налево в пустыню. Через 240 метров найдете старую машину. Смело лезьте к ней под капот за бутылкой. Удачи. Так, в Элис Спрингс я видел уже все. Мне кажется, даже больше, чем местные. Пора выдвигаться куда-нибудь дальше. Я тоже хочу увидеть Улуру, но есть одна проблемка. Проезд на автобусе стоит $100, а расстояние, ребята, 500 километров. Я даже не уверена, что мне удастся поймать какой-то автостоп. Есть единственный шанс в Австралии туда добраться. Хоть бы получилось, хоть бы получилось, хоть бы получилось. По австралийской пустыне курсирует особенный транспорт – автопоезда. Такая сходка великанов. Я как будто бы в фильме «Трансформеры». Это мощный тягач с 3, 5, а то и 7 прицепами. Длина 53 метра. Вес 125 тонн. 84 колеса. Мощность 650 лошадиных сил. Расход 100 литров на 100 километров. Тут в каждом бензобаке по бассейну бензина. И мне кажется, мне лучше отойти, потому что я еще та горячая штучка. А where are you going? Oh, I need your lure pickup. No? Ничего, не отчаиваемся. Тут их много. Ушел. I go into your Lara, I need pickup. Oh, okay. Have a nice day. Ну ничего, попытаем еще счастье. Там кто-то вот стоит. О, вот это Годзилла. Hi. Hello. There you go. Sorry, I need to pick up to Uluru. Uluru. Yeah. You can pick up me, please? Take you to Uluru. Yeah. Yeah, I'm going that way. I can give you a lift. Yes? Yeah. Oh, okay. Alina? Brett. Brett? Nice to meet you, Brett. Ого, боже! Опа! О, мне кажется, я покорила первую австралийскую вершину. I think it's not car, it's a home. Yeah, it virtually is. That's what it is. Знаете, на что похожа вот кабинка дальнобойщика? На такую холостяцкую квартирку. Все разбросано. Ну, хотя, с другой стороны, очень даже выглядит симпатично. Сзади такая обивка кожаная. Надеюсь, я доеду до конечной точки до темноты, и мне не придется ночевать тут с Брэдом.
поверите, но автопоезд несется по трассе со скоростью 100 км в час. Если видишь такой на встречке, лучше прижаться к обочине, а то сдует потоком воздуха. Какие самые большие опасности на дороге? Другие машины. А кенгуру? Нет, кенгуру не страшны. Против них спереди у тягача есть решетка. Кенгурушник. Я просто не останавливаюсь. И если вспомните тот магазинчик с сувенирами, лапки, я знаю, кто поставщик. О, боже мой. А много кенгуру сбиваешь за рейс? Немерено. Много? О, нет. Брэдли рассказал еще много интересного. Что за недельный рейс дальнобойщик получает $1500. Что водители часто превышают скорость, чтобы побыстрее добраться до пункта назначения. Все равно полиции нет на 1000 километров. Окей, бай. Ой. О. Вот честно, я не знаю, как эти ребята неделями сидят в одном и том же положении в этой машине. Это что-то из серии фантастики. Огромный. Брэд высадил меня недалеко от станции Эрл-Данда, а сам поехал на юг. Здесь мне нужно будет поймать попутку, которая довезет меня до национального парка Улуру. Пришло время устроить себе пустынный ужин. Для него я накупил австралийских деликатесов. В какой-то момент я немного увлекся. Знаете, что вот это такое? Самое вкусненькое. Хвост кенгуру. И сегодня вечером я буду его есть. Ну, если, конечно, получится приготовить. Кто его знает, как готовить хвост кенгуру? Поэтому я нанял в повара местных аборигенов. Пусть приготовят его по традиционным рецептам. О, that's all? До моей цели, горы Улуру, еще почти 250 километров. Уже село солнце, а попутки как не было, так и нет. Еще чуть-чуть, ребята, и я сдамся. Машина. Поворот, поворот. Пожалуйста, пожалуйста, остановись, пожалуйста. Остановилась! Oh, hi. To Uluru? Yes. You can pick up me, please. Yes, sure. Okay, but I'm not alone. I'm with cameraman. Cameraman, my friend. Oh, sorry, only one person. Sorry. Oh my gosh. I don't have any place, only one seat. Uh, Too many luggage. Паш, тут только одно место, что делать? Ты меня найдешь потом?
Паш, садиться? Ну ты же мужик! Oh, thank you so much. Аминь. Ну вот, мой самый главный деликатес. Хвост кенгуру. Слушайте, кенгурятина очень вкусная. Она немножко пожирнее и пожестче, чем курица, но в принципе практически такая же на вкус. Я переживал, что кенгуру не увижу. Really good one. Кенгуру, yeah. It's my first time. My first time. На самом деле мне невероятно повезло. Если бы я пройдел тут победному, ну никогда бы я вот так вечер не провел. Может быть, бы я и познакомился с аборигенами, но не смог бы их завлечь. Когда еще в жизни я буду сидеть под звездами в австралийской пустыне и есть хвост кенгуру с настоящими австралийскими аборигенами? Вот, как красиво он харкнул в конце. Такую речь испортил. Eyes watching a cold, dark sea. Choose a side and pick a poison, oh, so sweet to pass the time, but it's killing me. Я понял, что самое лучшее время в пустыне — это ночь. Никого вокруг, не жарко, и отовсюду на тебя смотрят тысячи звезд. Красиво. Спокойной ночи. Ребята, такое случилось, если честно, у нас впервые. Я автостопила машину, и на протяжении уже 2 часов никто не останавливался, все проезжали, только фуры одни, сзади нет вообще места, там чемоданы, какие-то пакеты, и мне пришлось оставить Пашу, оператора, на дороге. Я надеюсь, что он справится, переночует с каким-нибудь кенгуру или на заправке. Короче, как-то мы найдемся. Если честно, я не представляю, что дальше делать, снимать передачу на телефон или искать Зайцева, но в общем, приключения. Надеюсь, что все будет хорошо. Sorry. Окей. Все, буду заканчивать съемку. Держите за нас кулачки. Я встал сегодня в 4 утра, чтобы увидеть первое шоу этого дня. Краски священной Улуры в первых лучах восходящего солнца. Мы с вами называем это рассвет. Рассвет с видом на священную гору Улуру – это супер популярное развлечение. Стоит недешево – $130. Так что надо было брать. На сайте написано, что мы увидим, как великолепная Улуру меняет цвета. Это зрелище, которое невозможно забыть. Ну, смотрим. Я теперь понимаю, почему эта туристическая программа так дорого и пафосно называется. Потому что за шоу «Рассвет» я бы вряд ли заплатил $130. А за шоу «Краски священной Улуры в первых лучах восходящего солнца» я бы, не думая, отдал эту сумму. Мне кажется, я нашел самое правильное и романтичное сравнение. С утра Улуру похожа на кусок шифера. Серая,
и дымчатая. Записывайте меня в дальтоники, но ничего такого, что стоило бы $130, тут нет и в помине. Раз в одняк. Все, валим. Ё-моё, Пашка, как ты нашел меня? Вам, наверное, интересно, как же прошла эта ночь. Я уехала от своего оператора, и через полчаса у меня разрядился телефон. Поспала в машине, а утром зарядила телефон в кафе и сбросила оператору свою геометку. А Паша не парился, переночевал в мотеле для дальнобойщиков, а утром поймал попутку до национального парка и нашел меня. Обалдеть! Ты такой грязный. Воняешь немного. Ну хорошо, что жив. Блин, вот это экстрим. Вот это я понимаю, $100. Хороший мой. Улуру на закате было, Улуру на рассвете было, Улуру на сегвеях было, подняться на Улуру не было. И этот вопрос уже не решить ни за какие деньги. Но для богатых тут есть особое экстремальное развлечение – прыгнуть с парашютом над Улуру. Слабоумие и отвага. Нормально так потратился. А почему бы и нет? Мне же за эту покупку начислятся баллы в программе вознаграждений MasterCard. Обменяю их на что-нибудь классное. Thank you. Yeah, buddy. Yeah. Here we go. Here we are. Ну что, моя главная цель — прыгнуть и посмотреть на Улуру с высоты птичьего полета. Страшно, жутко, жутко страшно. Let's go! Yeah! Yeah, buddy. Way. Ну что, видимо, взлетаем. Боюсь очень. Сверху Улуру не такой правильной формы и похожа на кусок теста, лежащий на столе. Кстати, фирменный оранжевый цвет скалы из-за окислов железа на ее поверхности. Попросту говоря, Улуру заржавела. Но как красиво! Вот это восторг! Когда мы были в этом вертолете, я думал, ну все, я от него отцеплюсь. Я думал, мы там погибнем в пустыне, нас никто не найдет. Но когда летишь, ты просто забываешь обо всем и понимаешь, что вот это, вот сейчас происходит настоящее чудо света, настоящее посвящение. Ты преодолеваешь гравитацию, преодолеваешь себя и видишь Улуру и настоящую пустыню с высоты птичьего полета. Это нереально. Смотрите, чему он меня научил. Let's do that. One, like this. One, two, three.
Я способный мальчик. Все, один вопрос. Как закрасить эти седые волосы? Те туристы, у которых карманы не лопаются от денег, развлекаются тем, что ходят на трекинг. По-нашему, просто в поход. Я тоже пойду в поход, заеду на автобусе в национальный парк, а дальше пешком на потрясающую гору Ката-Тьюта. На автобус билетов нет. Ближайший только через день, поэтому начинаем мое любимое представление. Я и дорога. Она говорит мне. Конечно, никто не отправляется в национальный парк пешком. Только на машине или на автобусе с организованным туром. Так что на автостопера тут смотрят как на дурака. Давай, беленькая машинка, спаси меня. Пожалуйста. Вот она, смотрите. Гора Ката-Тьюта. Если Улура — это монолитная скала, то это развалилось на 36 частей разной величины. На языке аборигенов Ката-Тьюта так и значит «много голов». Ката-Тьюта, можно сказать, младшая сестра горы Улуру. Но они говорят намного меньше. Хотя непонятно почему. Она же прекрасна. У нее такие яркие акценты красные, вон там, смотрите. А с этой стороны она напоминает такую хорошую, вкусненькую ромовую бабу. Прям хочется откусить. Ката-Тьюта очень красивая. Тут множество глубоких, живописных ущелий и пещер. Ох, конечно, было бы так интересно забраться в одну из этих пещер, но, к сожалению, нельзя, потому что эти горы являются священными для местных аборигенов, и даже не знаю, что хуже – получить штраф $1000 или аборигенское проклятие. А что самое удивительное в этом месте – это размеры каменных стен. Они тут высотой в полкилометра. Сходятся так, что, кажется, небо утекает сквозь скалы. Ну вот все хорошо, красиво, но мухи... Теперь я понимаю смысл этих шапок с сетками, которые продают везде. Они просто залазят тебе в глаза, в уши, в рот, в нос. Во. Поймал ее, поймал, можно ее... Видите, я акимеот. Блин. Ты видишь ее? Говорят, что Ката-Тьюта еще известный... Уйди! Говорят, что необычный австралийский акцент родился именно вот в этих краях Австралии, потому что здесь очень много мух, и это невозможно не заметить. И чтобы они не залетали тебе в рот, просто люди начали говорить вот так вот немножечко. Просто чтобы не наесться их, они просто фаршируют тебя. По-моему, я одну проглотила. Good evening. Good evening. Thank you. Казалось бы, гора, меняющая цвет – это уже круто. Но для особо требовательных тут есть специальное шоу, созданное человеком. Поле огней. Как только солнце садится за горизонт, пустыня рядом с горой Улуру не погружается во тьму, а начинает пульсировать цветными огнями.
ведь это еще не все. Можно спуститься и попасть внутрь этой сказки. Пошли. Вот сколько здесь этих бутонов, вот настолько тут красиво. Мне кажется, поля тюльпанов сейчас просто комплексуют по сравнению с этим. Кажется, что пустыня празднует бесконечное Рождество. Это поле инопланетных цветов, инсталляция художника Брюса Мунро. Каждый цветок – это лампочка, а корни этих цветов – светопроводящие нити, меняющие цвет. 50 тысяч светящихся огоньков-светлячков задействованы вот в этой движухе. Главная идея – подчеркнуть природную красоту Улур. И мне кажется, у них это получилось. Наше путешествие оказалось каким-то парадоксом. Казалось бы, пустыня – это место, где ничего не должно быть. Но всего за 2 дня мы получили такую дозу впечатлений. Как-то обаятельно переворачиваемся на... Новых знакомств. Хай. И адреналина, который хватит на год вперед. Ой, блин, только что поймали змею. Вот сколько здесь этих бутонов, вот настолько тут красиво. Ну ты же мужик. Генри! Приключения. Хороший мой. Когда еще в жизни я буду сидеть под звездами в австралийской пустыне и есть хвост кенгуру с настоящими австралийскими аборигенами? Вот как красиво он харкнул в конце. Такую речь испортил. Так, это не Антон. Где же Антон, а? О, вот я, лягушонка в коробчонке. Привет. Привет. Но судя по твоей машине, чудо Ага. ты видел, Антон. О, поверь, чудо у меня вообще везде. В шортах, в футболке, в кроссовках, в ноздрях, в ушах, в душе. Ну смотри, теперь для полного комплекта у тебя будет еще и подарочек. Обожаю подарки. Слушай, как круто. Как это здорово. Спасибо тебе огромное. А что там такое? Змея! Ты с ума, что ли, сошла? Да прям. Это очень смешно. Ну, Давай какая весне будешь змея? со своей змеей и с рюкзаком ходить. Со змеей очень классно. Не обижайся ты, ну боже. Убежала она. Увидимся в нашем новом чуде света, ребята. Храмы Камбоджи, встречай! Едем. Давай, покажи класс. Змею сгрузила. Она во мне, Антоша, всегда.